В гостях физик-ядерщик из МИФИ Егор Задеба и физик-журналист, главный редактор портала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Егор. Рад вас приветствовать. Тема у нас сегодня, я бы сказал, даже не ядерная, а термоядерная, просто бомбическая. Для начала вопрос, так сказать, простой. Вот для человека, который, например, в школе плохо учился или не очень увлекался физикой, но знает, что такое термическая обработка, например, продуктов питания, кажется, что термоядерное — это подогретое ядро. Но это же не так. Что же это такое? Если говорить про физическую подоплеку, то есть в английском языке это называется fusion, то есть это вот у нас в русском языке сложилась другая формулировка. Вообще говоря, есть энергия деления ядер, а есть энергия слияния ядер. Под термоядерной энергией понимают ту энергию, которая выделяется при слиянии, как правило, легких ядер в более тяжелые. То есть дело в том, что все ядра, которые у нас в природе существуют, стабильные, нестабильные, они имеют определенную энергию связи. То есть, грубо говоря, когда мы собираем протончики и нейтрончики вместе, выделяется определенное количество энергии. И в обратную сторону, чтобы эту энергию их разделить, нужно эту энергию туда приложить. Это известный довольно-таки факт. С другой стороны, протоны и нейтроны, как правило, складываются с разной, оптимальной конфигурации бывают и неоптимальные. Например, в одно ядро можно положить слишком много нейтронов. Оно не будет нестабильным. Часть нейтронов захочет перейти в протоны. Или наоборот, очень большие тяжелые ядра имеют такую форму сложную, какую-то вытянутую, и из-за такого состояния своего они тоже оказываются нестабильными. Например, мы пользуемся ядерной энергией распада урана 235-го, 238-го, именно за счет того, что это большие, такие неповоротливые, кривые, немного по форме ядра, которые, улавливая нейтрон, за счет чего там у них появляется дополнительная энергия, делятся, и мы, потом эту энергию осколков разлетающихся используем в качестве тепловой, подогреваем водичку, водичка крутит там нас турбину, и, из розетки появляется электричество. Это одна история. Термо — это то, что выделяется. Нет. Это мы сейчас говорили про обычную классическую энергию ядерную. А это все очень выгодно и здорово для тяжелых ядер. Для тех ядер, которые тяжелее, чем железо. Даже так получилось, что в нашей Вселенной самое супер идеально сложенное ядро — это 56-е железо. Это во всей Вселенной нету лучше сложенного ядра. Это самая оптимальная конфигурация. Одним это другим ядрам обидно сейчас, мне кажется. Так уж сложилось, да. Это действительно пик энергии связи, удельной энергии связи на нуклон. То есть все, что тяжелее железа, выгодно разделить. А все, что легче железа, выгодно, наоборот, слить. И в этом случае выделится определенная энергия. Например, нельзя взять два ядра урана, слить их друг с другом. Это энергетически не столь выгодный процесс. А если взять два ядра дейтерия, например, то есть тяжелого водорода, это очень выгодный процесс, при котором выделяется огромное количество энергии. Огромное в пересчете на массу. Потому что, конечно, когда распадается уран, там выделяется на одно ядро, грубо говоря, 200 единиц энергии, 200 МЭФ. А когда сливаются два дейтерия, выделяется порядка 17. Казалось бы, меньше в 10 раз, но и дейтерий, на секундочку, легче, чем уран примерно в 100 раз. То есть, получается, процесс более энергетически выгодный. Таким образом, если мы будем сливать легкие ядра, брать, например, литий, тритий, гелий, весь спектр этих легких ядер, он гипотетически может использоваться для получения энергии. А учитывая, что у нас в мировых океанах вокруг нас огромное количество легких ядер, то это практически получается неисчерпаемый источник энергии для будущих поколений. Где это самое термо-то здесь? Простите мне мой этот напор глупый совершенно. Но мне бы очень хотелось понять, где именно подогрев? Давайте так. Классическое слияние двух ядер, водорода, допустим. Что такое ядро водорода? Это протон. Правильно? Протон имеет заряд. Положительный. Положительные заряды отталкиваются. Для того, чтобы это кулоновское отталкивание, электрическое отталкивание преодолеть, нужно заставить это ядро двигаться быстрее. А в атомной, в ядерной физике температура и скорость – это одно и то же. Если помните такое классическое броуновское движение, молекулы, температуру повышаешь, они начинают быстрее двигаться. Это что у меня в голове, когда вы говорите? Тут приблизительно то же самое. Чем больше температура, тем больше скорость. Чем больше скорость, тем больше шанс на то, что, соударяясь, участвуя в реакции, два протона преодолеют
кулоновское отталкивание. И включится так называемое сильное взаимодействие, которое их склеит намертво. При этом выделится та самая энергия. Без этой температуры они будут просто отталкиваться. Они не захотят взаимодействовать, как отталкиваются одинаковые полюса магнита. Ну, вроде бы, по-моему, в школе все знают. Разно заряженные частицы притягиваются, одинаково заряженные, плюс отталкиваются от плюса, минус от минуса. Если мы имеем дело с водородом, самый распространенный элемент во Вселенной, да, его много, но это все протоны, они все положительно заряжены. Для того, чтобы они заставить слиться, нужна высокая температура. Скорость нужна. Высокая температура – это условие для того, чтобы все получалось. Без высокой температуры не получится. Насколько высокая температура? Вот если хорошо бы для сравнения, например, вы бы назвали температуру Солнца, например, там, внутри, снаружи, вот чтобы люди понимали, о каких количествах градусов идет речь. Ну, здесь расчет довольно-таки двоякий. С одной стороны, если мы хотим в лоб посчитать ту энергию кинетическую, которую нужно придать протону, чтобы он столкнулся с другим протоном и случился непосредственно вот этот акт слияния, то как бы в единицах энергии, там, это у нас называется 2 мегаэлектрон-вольта, умножаем это на 10, на 4 порядка добавляем, получаем температуру порядка десятков миллиардов градусов. То есть, если прямо непосредственно, чтобы сразу все вещество взаимодействовало. Вот такая температура требуется. У Солнца, если не изменяет память, около 5000 градусов сверху, да? Нет, это сверху. Во-первых, у Солнца все-таки тоже температура в миллионы градусов в середине, в самом центре, в самом ядре, где происходит термоядерный синтез. То есть термоядерный синтез не происходит снаружи, он происходит только в небольшой области, в самом центре ядра, где сочетаются два фактора: высочайшая плотность вещества и температура. Так вот, такой температуры для слияния, безусловно, недостаточно. Такая температура, которая в миллиарды градусов, она не достигается ни в одной точке Вселенной, ни в одной звезде. Но, тем не менее, у нас есть, нам помогает так называемое распределение Максвелла. О чем идет речь? Вот мы сейчас находимся с вами в студии, здесь температура, если так, допустим, если говорить в Цельсиях, да, то примерно 25 градусов Цельсия. Если это пересчитывать в абсолютную шкалу Кельвина, получается порядка 300 градусов по Кельвину. И эта температура соответствует... где-то от абсолютного нуля? Да. Ну, вот мы так обычно считаем. Вот. При такой температуре это соответствует примерно 1,2 электрон-вольт. Это скорость атомов воздуха примерно в 1,5-2 километра в секунду. То есть мы находимся, а атомы воздуха с такой бешеной скоростью вокруг здесь летают, сталкиваются друг с другом. И мы это привыкли, для нас это комфортная температура. Так вот, оказывается, наш еще прекрасный любимый физик Максвелл в XIX веке вывел следующее распределение, что несмотря на то, что в среднем действительно скорость 2 километра в секунду, бывают такие атомы, которые имеют 20, а бывают, которые имеют 200 километров в секунду. Но их довольно мало. Откуда они берутся? Дело в том, что периодически из-за случайных столкновений энергия между атомами перераспределяется. И бывает такая ситуация, например, два столкнулись лоб в лоб, энергию потеряли, практически остановились. С другой стороны, один атом подтолкнул другой. И таким образом у нас всегда есть какая-то доля атомов воздуха здесь, которые имеют температуру, но сотни, то и тысячи градусов. Прошу прощения, мне кажется, для зрителей можно сделать такую аналогию в метро, когда вы толкаетесь, да, вот если народу немного, вас кто-нибудь толкнул, вы отлетите куда-нибудь, да, а если народу много, вы столкнетесь и, наоборот, никуда не денетесь, потому что, это пространство узкое. Здесь скорее было, если бы реально такая история сложилась бы, если мы на примере метро рассматривали, то была бы немножко другая. Мы бы все примерно толкались немножко с одинаковой скоростью, но иногда из-за того, что несколько человек толкнуло его друг друга последовательно, то последнему влетело так, что его аж в стенку размазало. Скорее, это вот такая аналогия. Таким образом, оказывается, что можно вещество нагреть до температур, которые в 1000 раз меньше, чем требуемая для преодоления вот этого кулоновского барьера,
Но периодически случайно будет происходить такой процесс, когда все-таки два каких-то протона приобрели такую энергию за счет случайных совпадений и все-таки слились. И это хорошо. Почему хорошо? Потому что если бы мы действительно нагрели звезду до такой температуры, произошел бы взрыв, точно такой же, как вот при взрыве термоядерной бомбы, где действительно достигаются на суперкороткое время сверхвысокая температура, и большая доля дейтерия, трития действительно набирает эту скорость и преодолевает Кулоновский барьер, происходит взрыв. А для тех, кто ищет работу или просто думает о том, какая же работа подходит ему, у меня термоядерное предложение. Пройдите по этому QR-коду на карьерный портал Росатома и посмотрите актуальные вакансии. По поводу бомбы-то в школе заговорили. Ну вот смотрите, все знают, что царь бомбы, если не изменяет память, 62 год, она была взорвана 2 раза. Взрывная волна обошла вокруг земного шара. Значит, ядерную бомбу нашу мы взорвали в 49 году в Семипалатинске. АЭС построили через, кажется, 5 или 6 лет. 54 год. Водородную бомбу взорвали в 62-м. Как бы 2023 год на носу, а термоядерной станции даже не пахнет. Ну как это так возможно получается? Дело как раз в температурах, потому что если вот вы задавали вопрос по поводу температуры в центре Солнца, там всего порядка 15 миллионов градусов. Всего. Мелочь. Мелочь, потому что здесь, чтобы было понятно, почему начинаются вот эти столкновения с синтезом, с объединением, действует сила тяжести. Масса Солнца огромная гравитационная сила. Мы ее у себя в лабораторных условиях, гравитационную силу, такого значения не достигнем никогда. Как-то маленькие мы на фоне Солнца. За счет чего компенсировать? Только за счет температуры. Если мы не можем использовать гравитацию, у нас остается в распоряжении только температура. Поэтому та температура, которую стараются достичь в токамаках, это порядка 100 миллионов градусов. Причем эта температура должна удерживаться стабильно, иначе не успеет просто прореагировать. То самое распределение Максвелла, отнюдь не все протоны несутся вот с такой скоростью, какие-то медленнее, какие-то в результате упругого удара не сольются, разлетятся, потеряв импульс, ну и так далее. То есть то, что достаточно Солнцу, 15 миллионов градусов, у нас в наших условиях планеты Земля мало. Нам нужно сотни миллионов градусов. И надолго. У меня дурацкий вопрос однозначно. Ну, вот просто я хочу понять, а если бы мы термоядерный реактор строили внутри планеты Земля, где и гравитация, соответственно, больше, и температура, соответственно, нам бы было бы поменьше, не нужно было 100 миллионов градусов. Я понимаю, что это и ситуация гипотетическая, но если бы вот представить. Ну, давайте так, если брать Солнечную систему за единицу, то 98% ее массы – это масса Солнца. То есть не помогает. Как, вот, может быть, эту аналогию у меня будет правильная. Яблоко по отношению к Земле – это такое же отношение, как Земля по отношению к Солнцу. Ну нет, все-таки Земля... Сравнение скорее такое, что вот если представить Солнце метровым шариком, таким, вот метровый шар большой, то диаметр Земли будет порядка 7 миллиметров. Ну, то есть все-таки совсем... Пропорции не настолько чудовищно отличаются. И скорее другая нравится аналогия с яблоком и землей. Это то, что если вот насколько толщина кожуры яблока относительно яблока, вот настолько же толщина твердой части нашей планеты относительно жидкой части нашей планеты. То есть мы вообще-то живем на большой капельте такой, которая тоненькая корочка твердых вот этих вот наших континентов, литосферных плит, которые именно поэтому так легко катаются, именно поэтому при взрыве большой термоядерной бомбы не только по атмосфере разлетается волна, но еще очень хорошо с другой стороны планеты волна через вот эту вот нашу жидкую составляющую пробивает в обратную сторону. Это магматический шторм. Да. Буря какая-то. В каком-то степени да, но, естественно, она достаточно вязкая для того, чтобы... Но ударная волна есть, она медленно, очень много на себя забирает, но тем не менее передает. Да, вполне. Слушайте, вот опять же, вопрос для дилетанта. Я так и не могу понять. Но ведь мы же ее бабахнули. Но ведь круто же получилось. Почему мы не можем сделать, чтобы у нас это все работало вот устойчиво, внутри, в какой-то станции?
баланс. Очень сложно удержать что-то долго. И самое главное, когда бомба взрывается, там задача заключается достичь этого на суперкороткое время, и потом эта энергия разлетается во все стороны. А здесь главная проблема, если мы говорим про такие как устройства, как токамаки, то есть главная проблема удержать долго плазму, которая имеет температуру в десятки, сотни миллионов градусов, и при этом эта плазма не должна ни с чем контактировать. Естественно, если она коснется стенки, стенка мгновенно испарится, а сама плазма потеряет температуру и станет уже термоядерный синтез в ней прекратит работу. То есть главная проблема у нас на сегодняшний день именно в этом. С другой стороны, есть же все-таки технологии так называемого импульсного термоядерного синтеза, который очень похож на то, как работают термоядерные бомбы. Бабахает, и вы собираете... Ну, что-то типа того. То есть сотни пучков лазеров сходятся на таблетке с ядерным топливом, и вот фемтосекундный лазер вкачивает огромную мощность и сдавливает ее одним своим вот этим импульсом, и таким образом там достигается вот та самая плотность, которая недоступна, то есть вот в обычных токамаках. Там у нас разреженная плазма достаточно, а здесь очень сильно сжимается и разогревается топливо, и на мгновение происходит термоядерный синтез. Ну, по крайней мере, естественно, когда он уже пошел, то и таблетка дальше приобретает высокую температуру. И это самоподдерживающийся процесс, который происходит в виде импульса, короткого импульса выделенного тепла. Другой вопрос, конечно, как его собрать. Сейчас мы об этом поговорим. Но вот токамак, да, первый раз мы упомянули в процессе беседы. Может быть, не все наши зрители представляют себе, что такое. Это, наверное, любимое изобретение Гомера Симпсона, потому что он в форме бублика. Токамак — это же, да, тороидальная камера, где внутри из магнитного поля вот эта самая плазма. Давайте немножко в историю обратимся. Вот мы сейчас уже говорим как о свершившемся факте, бросаемся этими царь-бомбами и так далее, и так далее. А как вообще человечество дошло до мысли, что существует термоядерная реакция, и что самое главное, мы можем попробовать ее, так сказать, сами сделать, воплотить? Термоядерную реакцию, ее на Солнце увидели. Вот по-честному. Никаких изобретений не надо было просто понять, за счет чего излучает Солнце. Стали разбираться, разобрались. Все. Дальше возникла мысль о том, как это повторить в земных условиях. Ну, разобрались, судя по всему, отсюда, да, до Солнца так никто не долетел. Как мы это поняли? Ну, корни, так скажем, термоядерного оружия, это, конечно, Соединенные Штаты, это тот самый проект, когда создавалась именно атомная бомба за счет распада тяжелых элементов, урана, плутония. И вот тогда возникла мысль, что, может быть, этой энергии хватит для того, чтобы поджечь термоядерный синтез. Идея заключается в том, что энергия атомного взрыва, энергия от каскадного распада тяжелых атомов используют для того, чтобы обжать некую емкость, где находится то самое термоядерное топливо. Опять же, теоретики подсказали, что наибольшая вероятность того, что реакция синтеза пойдет, это использование дейтерия и трития. Если атом водорода – это просто протон, вокруг которого одиноко болтается на орбитале электрон, дейтерий – это значит, протону стало скучно, он пригласил к себе в гости нейтрон, они вдвоем там подружились, а электрон все тот же, его ничего не интересует, он продолжает болтаться. Ну, а дальше мы же в Москве, в России нужен был третий. Они пригласили в гости еще одного нейтрона, и вот это уже третий. Название понятно. Дейтерий 2, дейтерий 3. Вот там тоже, кстати, дейтерий с третьим есть. При этих словах соответствующий звук. Что характерно. Ну вот, если дейтерий и тритий заставить сливаться, то вероятность того, что они именно сольются, не будут отталкиваться, образуют ядро гелия, и лишний нейтрон там выкинут куда подальше. Они такие. Вот к ним кто мешает, они его выкидывают, и все. Причем с хорошей скоростью такой. Все. До свидания. И это получилось. То есть термоядерный взрыв, он либо из двух частей состоит, либо из трех. Первая часть – обычный атомный взрыв, направленный внутрь, причем направленный очень аккуратно со всех сторон, сферически должен сходиться в точку. В этой точке находится термоядерное топливо, дейтерий с тритием. Начинается термоядерная реакция, ее никто не контролирует, это просто взрыв. И в том случае, если еще и третью стадию обеспечить, то есть обычную плутоний и уран
во внешней среде, то та реакция, которая идет от термоядерного синтеза, еще раз организовывает еще один взрыв атомный. То есть еще раз цепная реакция деления урана и плутония. Реакция на реакции, реакции погоняет, Да, и получается бейк-бум. Если бы вот в царь-бомбе внешняя оболочка была выполнена из оружейного плутония или из оружейного урана, то взрыв должен был быть практически в 2 раза мощнее. Неизвестно, чем бы это закончилось. Судя по что всему, было? поджиганием ионосферы. Что? Как бы это было? Началась бы термоядерная реакция в нашей ионосфере. Что бы произошло? Загорелась атмосфера? Да, Мы бы все бы просто умерли бы сразу автоматом. Это самое мощное оружие на Земле. Да. И слава богу, что оно есть. В фильме «Оппенгеймер» этот хороший был момент такой, говорит... Я ждал, когда вы скажете. Да, это был прекрасный момент, когда, говорит, вроде бы не должна загореться атмосфера. Такой, как это вроде? Я хочу... Говорит, очень маленькая вероятность, очень маленькая доля процента. Меня не устраивает такой ответ. Сколько ты хотите? 0, строго 0. Такой, как получится. В физике строгий 0 тоже, да? Не всегда получается. Хорошо, давайте поговорим о том, что такое атом. Вот мы сейчас 100 раз уже, упомянули это слово. И готов поспорить, что вот сейчас, если мы попросим наших зрителей поставить на паузу эту беседу и написать в комментариях, как они себе представляют атомы, они скажут, что это похоже на Солнечную систему. Есть Солнце, ядро, и вокруг него летают планеты. Так ли это? И почему, например, один из ученых говорил о кексе с изюмом, что кекс с изюмом гораздо лучше описывает структуру. Ты как же похож? На что же похож атом? Вообще, текст с изюмом описывает хорошо Вселенную, а не атом. Да, это совершенно другая история. Это у Резерфорда была первая была первая модель такая. Сейчас обычно просто текстом изюмом объясняют, как расширяется Вселенная. Когда хотят объяснить, говорят, что как же так, вроде бы расширяется, и получается, мы сидим в кабинете, и, по идее, тоже расстояние между нами должно увеличиваться по логике вещей. На эту тему шутил мой преподаватель по квантовой механике. Он говорит, действительно, знаете, расстояние увеличивается. Вот я раньше жил на Выхино, и в 65-м году ездил до МИФИ, несмотря на отсутствие метро и всего транспорта нормального, примерно 45 минут. А теперь я живу там же, в Выхино, МИФИ находится точно там же, но езжу 1,5 часа. Видите, вот как увеличивается, как расширяется Вселенная. И в данном случае как раз вот через эту булочку с изюмом часто говорят про устройство Вселенной, таким образом, что галактики, грубо говоря, это изюминки, положенные в тесто, но когда кладется тесто в печь, или, в принципе, увеличивается за счет дрожжей, то расстояние между всеми изюминками увеличивается. То есть вот этот вопрос, как так расширяется Вселенная, очень похоже на это. А что говорится действительно про атом, то, спасибо, Борис, действительно, это как раз тот пример, как Резерфорд пытался описать атом, и до того, как он провел свой великий эксперимент с фольгой из золота и обнаружил, что, облучая альфа-частицами это золото, он сделал великое открытие о том, что атом пустой. Собственно, главное вообще открытие, главный поразительный факт, который потряс весь мир, потому что оказалось, что вся масса вещества, то есть вся масса атома, сосредоточена примерно в 1 триллионной доле его объема. То есть размер атома, это, например, если был бы размером с яблоко, то ближайшая орбиталь электрона была бы на расстоянии 1,5 километров. То есть, грубо говоря, опять же, это именно поэтому очень такие низкие вероятности всегда этих нейтронных процессов, когда надо попасть ядром в ядро, То есть это примерно было бы так, если бы арбуз лежал где-то в пределах МКАДа, с какой вероятностью вы другим арбузом с самолета, не зная, где он находится, в него попадете. Именно поэтому все эти вероятности исчисляются в так называемых барных. Кстати, смешно переводится как сарай, потому что большой, но на самом деле это величина 10 минус 24 метра, сантиметра квадратного. Супер маленькая вероятность. Но дело-то в другом. В том, что мы состоим из пустоты. Вы сейчас сказали, мы сейчас состоим из пустоты. Это очень нужно осознавать, действительно. Именно поэтому в нейтронной звезде, например, там плотность получается в триллион раз больше. Почему? Да очень просто. Потому что там нет этой пустоты. Там просто ядра все сложены друг к другу.
Таким образом, получается там такая высокая плотность. Вот. Там вся Москва заполнена арбузами. Из самолета попасть не проблема. Да. Ну, соответствующие, понимаете, массу соответствующую. Когда, вот, говорят, молот Тора сделан из железа, которое, значит, из оболочки нейтронной звезды, там же должно получаться, умножаете на 10 в 12 степени, сколько должен он весить. В принципе, не мудрено, почему по сюжету никто его поднять не может. Но, с другой стороны, он должен продавливать примерно землю и уходить куда-то в районе, ну, значит, там, магмы. Вот. Да, и подходить к нему как-то не очень удобно. Ну да, еще и притягивать будет очень. По идее, он еще плавать должен, да, где-то внутри у нас в земле, в ядре. Прекрасно. Ну да, в общем, масса большая. Вот, если говорить про атом, действительно, в представлении планетарном, действительно, это обстоит не так. И электроны в атоме не двигаются по каким-то замкнутым орбитам, а являются, если так представить, очень хорошо стоячими волнами. Ну, вот мы с стоячими волнами сталкиваемся в музыкальных инструментах часто, да, или где-то. Мы за струну дернули и видим, как струна колеблется. То есть это есть пример стоячей волны. Аналогичная вещь — электроны. Явление электрона внутри атома. То есть атом — это, грубо говоря, некая потенциальная ямка. Ну, представить можно так. Вот есть некую ямку, выкопали на какую-то глубину. И внутри этой ямы ходит эхо. Вот эхо может установиться только в том случае, если длина волны этого звука будет укладываться ровное количество раз между стенками ямки. Когда вы так крикнули, и вот определенный звук может там внутри установиться. Аналогично и электроны внутри атомов. Они, попадая внутрь, грубо говоря, колеблются внутри, и в зависимости от энергии, то есть, допустим, самая низкоэнергичная, это, как известно, сферическая волна вокруг ядра. То есть она выглядит как такой вот... Ну, грубо говоря, если мы сделаем суперкороткую фотографию, то мы действительно увидим электрон где-то находящимся как бы в районе ядра. Но если мы поставим длинную выдержку, то мы увидим, что как будто бы электрон — это такое вот размазанное облако в виде сферы вокруг ядра. Например, это электрон самый низкоэнергичный. Например, там так называемые электроны p-орбитали, они будут, считается, что они напоминают своей формой гантелью. Да? Соответственно, гантелей таких можно в атоме разместить, получается, как бы, по одной оси, по x, по y, по z. Да? То есть можно разместить 3 штуки. На 3 этих таких гантельках можно повесить 6 электронов. То есть на самом деле внутри атома электроны представляют собой, если хотите, такие вот волны, которые заполняют вот некий объем вокруг ядра. Причем еще вторая интересная вещь именно про атом, как он выглядит, это размеры, связанные с тем, что мы представляем себе, что вот есть, например, водород, это маленький атом, а есть, например, свинец, это огромный атом. Вот. А на самом деле парадокс заключается в том, что размер атома не зависит от размера ядра, на самом деле, и количества электронов. Размер атома зависит только от орбитали внешнего электрона. То есть очень простой пример. Есть, например, какой-нибудь инертный газ, аргон, например. У него все электронные орбитали заполнены. И он очень такой стабильный, супер, инертный, он ни с чем не взаимодействует. Очень красиво сложенный атом. Такой идеально все на своих местах лежит. Интроверт. Такой интроверт, да, он ни с тем не хочет взаимодействовать, и он суперкомпактный. В нем все электроны максимально близко находятся к ядру, то есть там они идеально упакованы. Но если мы добавим к нему один электрон, добавим один протон, таким образом один электрон, у нас появится щелочной металл. У этого щелочного металла вот этот тот самый ненужный ему электрончик болтается, которым он вечно хочет избавиться. Он ему хочет какой-нибудь втюхать, дать кислороду какому-нибудь, мгновенно сгореть. И вот этот внешний электрон настолько слабо связан с ядром, что болтается черт знает где. И такой атом очень большой получается. То есть он просто вот за счет вот этого единственного болтающегося. А, например, размер атома свинца может спокойно быть меньше, чем размер атома водорода, да, потому что просто вот очень хорошо все эти электроны упакованы. Причем энергия связи электронов, которые находятся близко к ядру, представьте, как их все внешние электроны вдавили, да, вот как все сжимается, очень близко находится к ядру. Оказывается, огромная энергия связи, которая связана, уже даже сравнима, чуть ли не с ядерным взаимодействием. Если бы моя жена была ядром, она была бы таким точно. Да. Все по полочкам, прям идеально. Симатом. Да. Еще хотелось бы продолжить. Я просто продолжу. На самом деле ситуация какая? Мы же привыкли считать, что электрон — это какая-то такая маленькая точечка. Но при попытке его действительно сфотографировать, мы вместо точки получим облачко такое, туманечко. Туманность электрономеды. Да, он такая вот проблемка. Непривычное вот это понимание квантовой физики, что там предсказать со стопроцентной точностью вероятность какого-то события невозможно. Так, подожди, вот же он, кекс-то. Вот изюмчик внутри, а электрон — это кексик. Нет, тут все сложнее.
Я даже не знаю, какую аналогию это подобрать. Ну, есть ядро. Вокруг него с какой-то долей вероятностью где-то рядом находится электрон. Где-то тут. Где-то здесь. Мы же не знаем, где он. Да, то есть, если делать мгновенный снимок, то вы гипотетически где-то какую-то область увидите, потемнение в какой-то области. На следующем снимке будет в другом месте. А если сделать очень-очень много снимков, то вы получите, что вот эта вот наиболее часто встречающаяся область электрона на фотографии будет представлять собой такую сферу на определенном расстоянии от ядра. Центра. У меня есть аналогия. У меня у сына есть машинки, которые ездят по заданной траектории. Вот это же как раз и есть эти электрончики, да? Если снимать, мы примерно представляем их скорость, но они в разное время находятся в разном месте, но едут именно по этой... Отдаленно. Аналогия возникла достаточно давно. Однажды Йогу, ученику великого гуру, пришла в голову интересная мысль. Он решил поделиться ею с учителем. Но был выходной. Он вынужден был пойти к нему домой, постучался, открыла супруга. Мне хотелось бы поговорить с великим учителем. А где он? Он где-то на своей половине. Он зашел на половину дома учителя, полумрак, легкая музыка, благовоние, ничего толком не видно. Где вы, учитель? Где-то здесь. Он же есть. Ну, где-то. Да, где-то. Да, хорошо. И мы можем только вероятностью оперировать, и для этого нам достаточно физикам, как правило. Это вот принцип неопределенности, да? Принцип неопределенности – это следующий уже даже уровень, но это вообще отдельная тема, на нее можно говорить часами, очень интересно. Это же квантовая история. Вот я как раз следующий вопрос у меня об этом и был. Вот мы сейчас говорили, значит, описали примерно, скажем так, устройство государства атома, да? А теперь хотелось бы понять законы, по которым он действует. Я так понимаю, что есть две главные книги, да, два свода законов. Римское право — это Эйнштейн и теория относительности, да, и современное право — это, соответственно, Планк и квантовая механика, квантовая теория квантового поля и так далее. Вот по каким законам живут эти ядра? По обоим теориям или по одной, или как? Ну, тут... Сколько же там теорий-то? Ну, так как? Ну, есть теория поля, например, да? Есть квантовая теория поля. В принципе, кстати, очень любопытно. Одна использует, то есть, квантовые законы, а вторая не использует квантовые законы. То есть, обычная теория поля, да, которая выводится там... Из нее обычно выводятся как раз уравнения Максвелла, то есть, все описывающие электромагнитные процессы. Из теории поля выводится ограниченной скорости света, все там здорово с ней. И многие процессы отлично описываются без привлечения, то есть без квантования, без квантовых. Какие-то процессы отлично описываются только наоборот, с применением квантовой теории поля, где нужно, наоборот, все разделить. Причем даже есть некоторые такие как бы спорные моменты, границы даже есть между ними, некоторый такой водораздел такой болезненный. Вот. И, в принципе, вообще говоря, никакого, как бы, абсолютно точно атом, абсолютно точно подчиняется ньютоновской механике, потому что он что-то весит, он как-то двигается, ускоряется, здесь все с ним работает. А процессы, которые связаны с ядерными превращениями, обычно требуют использования квантовой механики, то есть вероятностных процессов, потому что там очень все маленькое, и все вечно там болтается на этих виртуальных частицах, и это все требует этих вероятностных расчетов. Ну, они не страшные, просто как бы нужно их принять. А вот переход между классической и квантовой, ну, его до сих пор, он, честно говоря, не нащупан. Не постулирован. Да. Почему? Ну, слишком сложно. Ну, на самом деле, вот говорили про модели атома. Модель Резерфорда, она не показалась такой самой удачной. Тогда же, в начале прошлого века, появилась модель Бора. Есть ядро, вокруг него на орбитах должны вращаться электроны. Но дальше возникал вопрос. Если электронно-заряженная частица вращается по кругу, значит, он испытывает ускорение, иначе бы он упал. Но если заряженная частица движется с ускорением, он должен излучать энергию. То есть атом... Чисто уравнение Максвелла. То есть в таком случае атом не может существовать, электроны отдали всю энергию, упали на ядро, и все, на этом все закончилось. И Бор ввел вот те самые орбитали, это потенциальные ямы, о которых коллега только что говорил. Есть определенные орбитали, где электрон может вращаться, не отдавая энергию. Вот есть такая орбиталька. Если он переходит между уровнями, то есть вот был близко к ядру, получил энергию, чуть-чуть отдалился. Он перешел на следующую орбиталь и излучил какую-то часть энергии. Получил извне часть энергии, вернулся поближе.
Вот это была такая квази... Как ее назвать-то? Квазипланетарный, ну, как бы даже не планетарный. Вот, как раз, земля. Квазиквантовая. Вот что-то. Квазиквант, такой вот наполовинку, одной ногой там, одной ногой тут, да. И эта моделька до сих пор используется, потому что некоторые вещи она предсказывает достаточно точно, во всяком случае, линейные размеры атома, вот те самые порции энергии, которые при облучении, при поглощении излучения, она предсказывает достаточно точно. А вот когда стали разбираться с тем, что происходит в самом ядре, вот тогда уже без квантовой механики, без всевозможных вероятностных процессов, без новых типов взаимодействий, которые мы для себя открыли, они существовали всегда, мы их просто не знали, не понимали, что они есть. Ну, возникает первый вопрос. Если в ядре больше, чем один протон, как они удерживаются? Почему они не отталкиваются? Нейтрон, понятно, у него нет электрического заряда, он здесь ни при чем, он так как-то присутствует. Как Швейцария, нейтрален. Присутствует, но не участвует. Вопрос, а в связи с чем протоны не разлетаются? Ну, надо было что-то придумать. Физики, поскольку они не химики, то у химиков там обычно возникает название в 150 букв, дезоборнуклеиновая кислота. Вот физикам это все не надо. Если это взаимодействие сильнее, чем электромагнитное отталкивание, значит, оно сильное. Вот оно сильное. Так они его назвали. То есть, есть расстояние, на котором протоны перестают отталкиваться, потому что вот это сильное взаимодействие их склеивает. И вот потом уже началось, а что это за силы, какие там поля, какие обмены идут и так далее, и так далее. Там дошло уже до кварков, их много, они там очарованные, большие, маленькие и так далее. Но это все уже куда-то высокая наука, и мы, по-моему, от той темы, которую вы сегодня предложили обсудить, управляемый термоядерный синтез, сейчас уйдем вообще в неведомые дали. Да, может быть, дойдем до кварк-глионной плазмы, и вообще уже не термоядерного синтеза, а там кварк-глионного синтеза, и там уже перспектива. Это броуновское движение в головах наших зрителей, да, начнется. Поищем скалярные поля. Да. Но на самом деле это все, вот все, что мы сейчас обсуждали, оно же крутится вокруг такого одного, да, простого вопроса. Почему до сих пор нет? Вот смотрите, значит, например, ядерные реакции. Вот мы уже вначале говорили, да, 54-й год, вот сколько ядерных атомных электростанций существует во всем мире. Они работают, не прошли огромную эволюцию, ну и так далее, и так далее. Это обсуждать можно отдельную программу сделать. Токамак был точно так же сделан примерно в те же годы, может быть, чуть попозже. Отличается ли чем-то токамак оттуда от современного? Я просто сразу одну вещь скажу. Это вот область проблемы термоядерного синтеза, она вообще практически не касается физиков-ядерщиков. Это проблема физиков-плазменщиков и материаловедов. Это вот, ну и теоретиков, которые считают поля электромагнитные, все это, и лазерщиков, кстати. И вот, если про инерционные. Да, про инерционные еще и лазерщиков. Вот. На самом деле физики-ядерщики, они вот как внеся свой вклад в 50-е годы, такой базовый, основной, там, для расчета и топлива и всего остального, на сегодняшний день практически не прикасаются к теме термоядерного синтеза. То есть этим занимаются именно специалисты по вот озвученным выше направлениям. То есть плазма, лазеры и материаловедение. Ну, то есть, грубо говоря, свою работу 50-е, 60-е физики и ядерщики сделали, теперь отдыхают и ждут, когда на их материале сделают, наконец-то, термоядерный синтез. Ничего, не ждут, у них работы полно. Да, дела у нас хватает. На самом деле, чтобы, ну так вот, давайте по порядку, там, какими терминами бросаемся. Плазма, четвертое состояние вещества. Внутри как бы известно. Сжигалку зажечь? Газ, жидкость, твердое тело. Казалось бы, все. Вот мы проговорили, как выглядит атом, ядро, на орбиталях электроны. Вот если ободрать все электроны, все, утащить их куда подальше, останутся только ядра. Они будут положительно заряжены. Это называется плазмой. Состояние вещества, при котором электронов просто нет, и остались только ядра тех или иных химических элементов. Ионы. Ион, потому что имеет заряд. То есть, если в целом атом нейтрален, сколько протонов в ядре, столько электронов на орбиталях. Там плюс, здесь минус, в среднем ноль. Вот если все минусы содрали, остался только плюс. В физике такие вещи, атомные частицы, имеющие заряд, это ион. Вот плазма – это ионное состояние вещества, там только положительный заряд.
Вопрос, как ее удерживать. Удерживается она, как содрать электрон. Дать ему много-много энергии, чтобы он убежал от своего ядра и забыл про его существование. Уже температура нужна. Скорость и температура в атомной, в ядерной физике – это одно и то же. Вот, если электроны не мешают, то уже можно думать о термоядерном синтезе. Так бы отталкивались не только протоны, а еще бы электроны мешались. Они тут лишние на этом празднике жизни. Значит, нужна плазма. Для того, чтобы произошла реакция синтеза, во-первых, ионов внутри плазмы должно быть много. Она должна быть плотная. Они не должны находиться далеко друг от друга, иначе как они будут взаимодействовать. И, разумеется, в таком состоянии плазма должна находиться достаточно долгое время, чтобы реакция успела пройти. Именно потому, что 100% гарантировать, что произойдет реакция синтеза, нельзя, только с какой-то долей вероятности. Правильно? Да, все верно, вроде бы абсолютно всё на верно. месте. Абсолютно. Но есть выше вероятность, чем подожжение ионосферы. Должна быть выше. Есть так называемые критерий Лоуренса, без него никак. Собственно, тот момент тоже в фильме описан, этот момент, когда они, при каких условиях это должно произойти. Есть это. Как раз он и предложил это. Лоуренс предложил это плотность и температура, насколько я помню, произведения. Плотность плазмы должна быть достаточно высокая и должна быть высокая температура. В этом случае появляется вероятность того, что произойдет реакция синтеза. Вопрос, как удерживать эту плазму. Температура, поскольку мы не можем использовать силу гравитации, требуется порядка 100 миллионов градусов. Время, чем дольше, тем лучше. Тем больше вероятность того, что часть реакции синтеза будет использоваться для того, чтобы плазма оставалась горячей, и эта реакция была самоподдерживающейся. Вот, казалось бы. Давайте, первый вопрос, который возникает, если у вас температура 100 миллионов градусов, то в чем вы собираетесь работать? Представить себе вещество, которое при 100 миллионах градусов не испарится, не получается. Значит, эту плазму нужно удерживать от контакта с чем бы то ни было. Удержать ее можно только за счет сильного магнитного поля. Вот и пошла. Вроде идея красивая, пошли наворачиваться одна проблема за другой. С ними и борются. Сколько уже? 50-60 лет? 73. 73 года назад сержант на Сахалине, проходящую службу, написал письмо Сталину. Олег Лаврентьев. Я знаю секрет водородной бомбы. И это был 48-й, пардон, год. В 48-м году. Еще до Семипалатинска. Еще до первой атомной бомбы, он написал. Соответственно, сначала подумали, видимо, какой-то странный человек, тю-тю. Но самое-то интересное, это бог с ним, это водородная, это бомба. Но в 50-м году он предложил, собственно, идею и удержания плазмы в торе. Причем параллельно американцы предложили идею так называемого стелларатора. То есть это немножко похоже на токамак, тоже бублик. Но если токамак — это ровный бублик, то есть идеальной формы некоторые, то стелларатор, он очень хитро закручен, похож на такую ленту, которая так много раз закручена, и, то есть это такой бублик, свернутый много раз. Немножко разные принципы. То есть стелларатор, там достаточно только одного магнитного поля, в токамаке нужно применять все поля сразу. И, тем не менее, ни то на сегодняшний день не дало супер результата, такого уже, которым могли бы пользоваться. Но уже 73 года мы пытаемся это создать, и здесь даже появилась знаменитая постоянная капица. Там немножко по-разному разночтения, но идея в следующем. Есть постоянная планка, какая-то физическая величина. Физическая величина постоянной капицы называется через 30 лет. Или 20 была формулировка. 20. Она универсальная, на самом деле. Постоянная капица, она не только в атомной физике. Я когда учился в средней школе, это много лет назад было, огромное количество лет назад, вообще не знаю, как я столько прожил, нам тогда четко объяснили, через 20 лет нефть кончится. Я знаю, что сейчас школьники, которые ходят в школу, им говорят то же самое. Через 20 лет нефть кончится. Так что постоянно во многих местах применимо, судя по всему. Через 20 лет Польша построит атомную электростанцию, тоже постоянная величина. Собственно говоря, получается, что, по сути дела, ВОЗ и ныне там, если не 4 волшебные буквы, которых сейчас в России, вообще во всем мире с которыми связывают очень много. ИТЕР. Да, это проект, я так понимаю, который должен нам наконец-то открыть дорогу к термоядерному синтезу, к бесконечной энергии, к бесплатному электричеству в платежках, да? Там присутствует буковка «Э», experimental реактор.
Поэтому рассчитывать, что вот из оттуда мы получим огромный поток электроэнергии, не приходится. Отрабатывается в очередной раз технология. Проект огромен по затратам и финансовым, и нефинансовым. 20 участников, в том числе и Россия. Евросоюз одной точкой проходит. Строится действительно во Франции. Есть большая надежда, что удастся добраться до так называемого Q равного 5. Q. Ну, это, грубо говоря, множитель соотношения вложенных и тепловых на данный момент, именно тепловых. То есть мы энергии потратили, например, 100 киловатт, а на выходе должны получить, ну, грубо говоря, 500. Ну, тепла для начала. Он пока еще не предназначен в полной мере для того, чтобы эту энергию превратить в электроэнергию, что называется, на выходе. То есть пока вот это вот соотношение. Потому что это тоже отдельный вопрос, как забрать вот это тепло 100-миллионно-градусное для того, чтобы его использовать уже в чем-то, чего можно касаться. Потому что если обычная ядерная реакция, ну хорошо, водой температуру сняли, под давлением, вот она достаточно большой запас энергии унесла, чтобы потом превратиться или самой в пар, или другую воду превратить в пар и отправить на турбину. Здесь чем снимать, если температура 100 миллионов градусов? То есть это такая следующая задача будет. ИТЕР, ну, по-моему, первый раз его собирались запускать в 2020 году. Ой, да, там такие были оптимистичные. Оптимизма становится все меньше, он сдвигается все правее. Считается подход, который использует Россия. Мы не вносим туда деньги, мы вносим технологии. За что отдельное спасибо. То есть есть международное соглашение, кто-то должен эти железяки придумывать, сверхпроводящие магниты. Почему сверхпроводящие? Потому что нужно очень сильное магнитное поле, удерживать плазму со 100 миллионами градусов. Жуть какая-то. Росатом сказал, да, я сделаю. Мы научились делать сверхпроводящие магниты. Большое спасибо. Проект сдвинулся вправо, а магниты, которые теперь из редкоземельных металлов можно делать, у нас технологии уже есть, строится новый завод. Да, для этого мы участвуем в больших проектах, как правило. Это главное выход вот. То, что кажется фундаментально, зачем вы, говорит, вот фундаментальной наукой этой все занимаетесь, оказывается, после фундаментальной науки остаются заводы, технологии, которые применяются везде. Фундаментальная наука в представлении большинства, вот как-то вы говорите, что такое эфемерное, но вот мне бы хотелось понять просто одну вещь. Вот представим себе, что все удалось. Вот ИТЕР заработал, и ну вот, допустим, и мы научились строить термоядерные электростанции. Как это изменит мир? Вот в платежках мы будем платить, не будем платить за электроэнергию? Я недавно обалдел, правда. Слушайте, в Чили 113 дней в этом году была бесплатная электроэнергия. У них нет термоядерного синтеза, у них просто солнечные батарейки. Но эта цифра меня просто убила. Не очень понимаю, как может быть что-то бесплатным, потому что даже электроэнергия, вырабатываемая на солнечных панелях, к вам придет по проводам. Они сказали, что они так много сделали, что она что просто... сетевая организация согласилась поработать бесплатно. Вот как-то так. За что купил, зато продал. Это можно сказать в обратную сторону, когда эти приплачивали за потребление немцы, когда у них было супер много электровыработки, то есть был ветер очень сильный, вот эти ветряки, им нужно энергию куда-то девать, банально. И когда в платежке цена была отрицательная. Ну, как бы, грубо говоря, сейчас над этим как бы... Ну, по крайней мере, так представили СМИ. В реальности история была несколько другая. Но нам ходили, всем рассказывали, что благодаря зеленой энергетике можно не просто, а получать деньги за то, что, значит, ты потребляешь. Ну, естественно, это как бы лукавство очень большое. Нет, это обычная пропаганда, это обычный выем денег из карманов. Все, что увидел конечный потребитель, у него месячная платежка стала чуточку меньше. Все. А о чем говорит необходимость, ну, что такое, заплатите мне деньги, я готов заплатить деньги, заберите у меня электроэнергию. Это значит, что система эту электроэнергию воспринять не готова. Нет накопителя энергии, нет возможности сбросить куда-нибудь вовне. Это огромная проблема. И только в этом году многомудрое Международное энергетическое агентство заговорило вслух о том, что системный оператор в России на основании вероятностных расчетов высчитал еще 2 с лишним года назад. Если объем зеленой генерации, зеленый, то есть принципиально недиспетчеризуемый, это у нас только известная певица, тучи разводит руками, а все остальные как-то не очень, она непредсказуема в принципе, она не постоянна. Если ее объем в системе
объем генерации вот такой энергии превышает 13%, дальше необходимы экспоненциально растущие затраты на сетевое оборудование. То есть, грубо говоря, если в Испании солнца так много, что девать его некуда, а в это время в Швеции тучи, должна быть возможность перебрасывать. Ну, тогда надо построить линии электропередач, проложить кабели и так далее. Вот такой толщины, скорее всего, просто который стоить будет страшных денег. То есть 13% – это порог, после которого необходимо огромное вложение в электросетевое хозяйство. А поскольку строительство сетевых вещей, оно дорогое, вот говорить о том, что все это дешево, потому что вы не построили сети, вы не знаете, куда это деть. Если бы вы планировали заранее, что у вас вот на пиках будет вот такой объем электроэнергии, вы бы уже проложили эти линии электропередач. Но вы этого не делаете, потому что вы очень умные. А значит ли это, что если мы все-таки построим термоядерную электростанцию, то все равно у нас платежки будут не бесплатные, особо там все это не снизится, потому что нужно будет строить все эти бесконечные сети? Да я, если честно, думаю, что к хорошему быстро привыкаешь. И просто закончится все это тем, что у нас вокруг нас появятся супер энергонеэффективные изделия, то есть которые, ну, поскольку теперь, если бензин стоит очень дешево, как в США стоил в середине 20 века, можно было строить себе огромные автомобили с 6-литровыми, 10-литровыми двигателями, которые имеют огромный размер и потребляют его как не в себя. А в Европе, извините, машинки маленькие, экономичные. Почему? Ну, как бы стоимость топлива совершенно другая, размер улиц маленький, ну, огромное количество причин, почему там должен быть другой размер. Сейчас, если у нас появится такой источник энергии, ну, расслабьтесь, он в ближайшие десятилетия не появится, даже не 30 лет, я думаю, потому что там проблем такой ворох, если мы отдельно обговаривать. Но... 2 постоянных капец, если да, не 3. Да. То есть там еще далеко очень до этого. Но банально закончится все тем, что я лично, так сказать, размышляю об этом, меня лично пугает то, что, мне кажется, мы можем производить так много энергии, что она просто банально может уже сама быть проблемой нагрева атмосферы Земли. Ну, это уже крайне дальняя проблема, крайне дальняя, что Солнце все-таки у нас дает на сегодня, на секундочку примерно порядка миллиона раз больше энергии, чем все электростанции мира вместе взятые. Но если мы гипотетически можем так много вырабатывать и начнем вырабатывать в 1000 раз больше, чем сейчас, то, естественно, у нас там вопрос станет, что в кабеле, как эту энергию передавать, в чем ее хранить, наверное, самый главный вопрос, да. То есть, если у тебя энергии много, да, как бы у нас мы сейчас ходим с телефонами, да, там подзаряжаемся по 2 раза в день. Вот, то есть история, то есть хранение возникнет. Главное, то же самое, как в компьютерах, очень похожая ситуация сложилась. А если вы вспомните, как было 20 лет назад, там все бегали за процессорами. Там, у меня 2-й Pentium, а у меня уже 3-й Pentium, у меня такая частота, а вот уже такая. И вот уперлись в какой-то момент, что частота стала порядка 3 ГГц, и стали уходить в количество ядер. Стали делать многоядерное. И вот ты покупаешь компьютер, он все равно работает плохо. А во что уперлась? Уперлась в жесткие диски. То есть уперлась в хранение информации, потому что вычитывание, считывание и запись информации на носителе, она оказалась узким местом. И теперь уже на компьютеры, ноутбуки стараются ставить операционные системы на так называемые твердотельные накопители, которые гораздо быстрее. То есть у нас до этого, сейчас основная проблема ограничения – дорогая энергия, а вероятно, что когда энергия станет дешевле, деньги мы будем платить за кабели, по которым она передается, за те аккумуляторы дорогие из редкоземельных и еще неизвестно каких технологий, которые будут использоваться. То есть платежка все равно будет, и, скорее всего, не маленькая. Вопрос в том, конкретно куда идут деньги, которые там есть. Ну, баланс, спроса и предложения всегда читайте Маркса. Мне кажется, есть много мыслей, каких-то новых смыслов, которые мы добавили в этой беседе для человека, который слышал о термоядерной реакции, может быть, из каких-то, из телевидения, потому что часто сейчас эта тема достаточно на слуху. Если раньше мы слышали в основном там, что-то такое, то сейчас она есть. Вот все эти термоядерные... Да 70 лет уже вроде на слуху. Мне кажется, что в последние годы это как будто мы стали ближе, как будто нам хотят сказать, что мы вот может быть, на нашем веку, может быть. Но это все, конечно, предположение. Есть хороший измерительный прибор, никому не расскажу, ноу-хау. Вот действительно, тема термоядерных реакций, атомных реакторов, и количество передач, в которых они говорят, правда, говорят люди, которые не понимают, что говорят,
увеличилась, наверное, уже на 0,5%. То есть мы знаем теперь не только биографии художников, режиссеров, мы Спортсменов. не только следим за биографией артистов, мы даже уже слышим слово «атомный реактор». Это большой прогресс. Это же замечательно. Благодаря во многом Росатому.